Июль 1961 года. США. Город Нью-Хейвен. В знаменитом Ельском университете собираются самые разные люди. Бухгалтеры, школьные учителя, рабочие, инженеры. Все это добровольцы, которые пришли поучаствовать в важном психологическом исследовании. Эти люди еще не знают, что ближайшие несколько часов для многих из них окажутся одними из самых тяжелых испытаний в их жизни. От них будут требовать бить током невиновного человека, который кричит от боли и просит его выпустить. Ток был не настоящий, страдания изображал актер, но добровольцы этого не знали. Для них все было по-настоящему. Их реакции изучали, чтобы понять, насколько далеко готов зайти человек, подчиняясь силе авторитета. Готовы ли добропорядочные граждане пойти на преступление только потому, что власть велела им так сделать? Сегодня мы расскажем об эксперименте Милгрэма, который перевернул представление об устройстве человеческой психики. С тех пор мы живем в обществе, которое знает о себе страшные вещи. Но понимание того, как работает психика, позволяет людям научиться не быть убийцами на службе у убийц. Идея провести такой эксперимент возникла после окончания Второй мировой войны. Холокост и другие немыслимые преступления Третьего Рейха вызвали массу неприятных вопросов. Как люди в стране вообще могли приветствовать античеловеческую идеологию, участвовать в создании фабрик смерти, уничтожать миллионы людей? После войны попытки понять такое поведение привели к созданию новой науки – социальной психологии. Важной ее частью стали эксперименты, моделировавшие работу человеческого сознания в специально созданных условиях. Одним из первых социальных психологов был Соломон Аш, исследователь конформности, то есть зависимости мнения человека от давления группы. В 1951 году он провел первый знаменитый психологический эксперимент. Группе студентов из 8 человек показывали карточки с линиями и просили определить, какая линия на второй карточке соответствует линии на первой. Несложная, казалось бы, задача. Но в какой-то момент первые 7 отвечающих единодушно выдавали неправильный ответ. Все они были, конечно, подставными. Их заранее проинструктировали. А испытуемым был 8-й член группы, реакцию которого и изучали. Для него эта ситуация была мучительной. Он оказывался один против всех. Должен был решить, что ему комфортней – сохранить свою точку зрения и оказаться изгоем в коллективе, или подстроиться под общественное мнение, сохранив душевный комфорт. Результат – 75% испытуемых переставали верить своим глазам и соглашались с очевидной, казалось бы, ерундой. Ведь не могут же все ошибаться. Этот эксперимент был воспроизведен в более наглядном виде в советском фильме 1971 года «Я и другие», а потом в его российском ремейке уже в 2010 году. Абстрактные линии здесь заменили разноцветными пирамидками, и в результате люди под влиянием группы называли черное белым. Соломон Аш был учителем Милгрэма в Гарвардском университете. Но Милгрэм выбрал другую тему для изучения. Он родился в 1933 году в Нью-Йорке. Его родители – евреи и иммигранты из Восточной Европы. Большая часть семьи, оставшейся в Европе, погибла во время Холокоста. Немногие выжившие в концлагерях родственники переселились в Америку, и Милгрэм узнал о подробностях Холокоста из первых рук. С тех пор он пытался найти ответ на вопрос, который волновал все послевоенное человечество. Как работает подчинение власти? Как законопослушные люди могут без особых угрызений совести совершать преступления просто по велению начальства? Тогда господствовала точка зрения, будто такое могло произойти только в Германии. Мол, там неправильный народ, специфика такая, немецкого характера, беспрекословное послушание, привычка ходить строем. Милгрэм заподозрил, что все устроено куда сложнее. Нет никакой уникальной тевтонской души. Есть особенности психики, которые могут сделать человека бессильным при столкновении с властью. Для проверки этой гипотезы он придумал ситуацию, в которой люди будут действовать добровольно. Не будет никаких угроз, никакого корыстного интереса, не будет никакого страха, кроме страха не подчиниться авторитету, плохо выполнить роль добросовестного исполнителя.
В роли такого авторитета выступал актер, изображавший экспериментатора. Солидный, немногословный человек в лабораторном халате. Очевидно, ученый, и не абы какой, а из самого Ельского университета, общепризнанного центра мировой науки. Эксперимент был снят на скрытые камеры, и теперь мы можем увидеть, что происходило в Ельской лаборатории в июле 1961 года. Так что давайте и посмотрим. В лаборатории Милгрэма давление на людей оказывалось только через авторитет. У людей не было ни корыстного интереса, ни страха за собственную безопасность. В реальной же жизни на нас влияет целая совокупность факторов. Корыстный интерес может побудить людей скачать бесплатный VPN и тем самым подарить свои данные. Страх за собственную безопасность приведет других к полному отказу от VPN. Мало ли куда эти данные попадут. К тому же власти постоянно блокируют все новые VPN-сервисы. Так что же, каждый раз покупать подписку на новый? Blank VPN – отличное решение проблемы. У него стабильно высокие рейтинги, например, на сайте Роскомсвободы. Что означает, этот VPN отвечает всем стандартам безопасности и не собирает логи пользователей. Сервис не боится блокировок благодаря использованию 4 протоколов. Высокоскоростные сервера расположены по всему миру. Вы без задержек сможете смотреть в самом высоком качестве как ролики на YouTube, так и сериалы на стриминговых платформах. Работает этот сервис уже 6 лет и зарекомендовал себя как надежный VPN. Трафик пользователей и количество подключаемых устройств не ограничены. Вы можете делиться VPN с близкими и подключить его на все устройства и даже на роутер и смарт-ТВ. А если возникнут какие-то проблемы, например, по подключению, дружелюбная команда поддержки ответит на любой вопрос в любое время суток. Blank VPN можно оплатить любой картой, российской или иностранной. Можно и в криптовалюте. Для новых пользователей Blank VPN дарит скидку в 58% на годовую подписку по промокоду КАЦ. Есть также возможность попробовать сервис в течение 30 дней с гарантией легкого возврата денежных средств. Так что переходите по ссылке в описании или воспользуйтесь этим QR-кодом и подключайтесь к Blank VPN. Пришедших по объявлению добровольцев встречал актер-псевдоученый. Он начинал с объяснений. Идет серьезное исследование, проверка гипотезы о влиянии отрицательных стимулов на обучаемость. Мол, есть мнение, что человек учится лучше, если его наказывают за ошибки. Но наукой это пока не доказано. Вот мы и будем сейчас проверять, верно ли такое предположение. С добровольцем заключался официальный контракт. По нему тут же на месте происходила оплата. Вполне достойная – $4,5. Сейчас это было бы около $50. Причем, и это важный момент, участнику сообщали, что деньги останутся у него в любом случае. Что бы ни произошло, как бы он себя ни повел, возвращать их не придется. К добровольцу присоединялся еще один актер. Он играл роль такого же случайного человека, пришедшего по объявлению. Экспериментатор объяснял: один из вас будет учителем, другой учеником. Кто кем станет, решит жребий. Доброволец вытаскивал бумажку, и там написано «учитель». Другого варианта и не было. На обеих бумажках значилось одно и то же. Актер разводил руками: ну ладно, мол, буду учеником, что поделаешь. Это еще один важный момент. Участник эксперимента должен был верить, что учить он будет такого же человека, как он сам, добровольно пришедшего по объявлению. Мол, выпадет жребий иначе, на месте ученика мог бы оказаться он сам. Правила эксперимента простые. Учитель зачитывает ученику ассоциативные пары слов. Например, грустная девочка, приятная ночь, толстая шея, белая шляпа. Ученик должен их запомнить, а затем учитель выбирает одну из пар и зачитывает оттуда лишь первое слово, то есть грустное. После чего произносит несколько слов на выбор. Девочка, лампа, утка, кошка. Задача ученика — вспомнить, какое из 4 слов составляет пару грустное. И нажать кнопку с цифрой, соответствующей месту этого слова в списке. В нашем примере с грустной девочкой это была бы цифра 1. Задача учителя, помимо зачитывания пар слов, за каждую ошибку бить ученика током. С каждой ошибкой сила тока должна увеличиваться. Учитель сидит перед машиной с рубильниками. Поднимет цифры с указанием количества вольт. И подписи, указывающие на степень болезненности ударов. Слабый разряд, умеренный, очень сильный, мощный, опасный для здоровья. На 2 последних рубильниках написано 450 вольт, а вместо словесного описания стоят 3 икса.
Ученика заводят в отдельную комнату, привязывают к креслу и в присутствии учителя прикрепляют к нему электроды. Рядом микрофон для связи с учителем. Между делом ученик вдруг вспоминает, пару лет назад у него болело сердце, он даже лежал в больнице. About 2 years ago, I was in the Veterans Hospital in West Haven. And while there, they detected a heart condition. There's nothing serious, but as long as I'm having these shocks, how strong are they? How dangerous are they? Well, no, although they may be painful, they're not dangerous. Anything else? Учителю дают попробовать на себе разряд в 75 вольт. Тот понимает, все реально, генератор работает. Do not open your eyes until I tell you to do so, please. Close them now. Начинается эксперимент. Учитель произносит пару слов, ученик выдает ответ и на каком-то этапе ошибается. Учитель нажимает на первый рубильник, 15 вольт. That is incorrect. Новые ошибки, сила тока повышается. Когда дело доходит до 75 вольт, ученик охает. Incorrect. You'll now get a shock of 75 volts. Soft hair. He kind of did some yelling in there. Yeah, continue, please. 105 вольт. Еще не опасно, но уже серьезнее. Incorrect. You'll now get a shock of 105 volts. Ученик стонет. У учителя нормальная человеческая реакция, сочувствие. Just how far can you go in this thing? As far as is necessary. What do you mean as far as is necessary? To complete the test. Please learn all the word, Chris. Please continue. I sure don't know the effect of this thing, and I'm a little skeptical about electricity. The experiment requires that you go on, teacher. Please continue. Актер, играющий роль научного авторитета, не импровизирует. Все его реплики придуманы заранее и являются частью исследования. Эксперимент требует продолжения. Безличная конструкция, выводящая ситуацию на общий уровень. Нет конкретного страдающего человека, есть абстракция, где частности, вроде этических вопросов, несущественные. Есть наука как высшая цель, и экспериментатор, ее представитель. А учитель просто добровольно соглашается на свою роль проводника чужой воли. Манипуляция действует. Учитель продолжает называть пары слов и наказывать ученика за ошибки. Очевидно, что ему становится все более дискомфортно. У него начинается серьезный внутренний конфликт между базовой человеческой установкой не причинять боль другому и потребностью подчиниться давлению обстановки. Человек – социальное существо и функционирует в рамках определенных социальных механизмов, которые работают за счет распределения полномочий. Чтобы успешно действовать в коллективе, мы передаем контроль над частью наших действий ответственному человеку. В процессе эволюции этот механизм прочно в нас укрепился на подсознательном уровне. Вопрос в том, насколько далеко мы можем зайти, насколько мы позволяем власти с ограниченным функционалом, будь то председатель ЖЭКа, директор компании, президент страны или ученый-экспериментатор, обрести в наших глазах сакральный статус. Милгрэм придумал эксперимент, участники которого становились частью вроде бы понятной и логичной иерархии. Есть ученый, он знает, что делает. Есть я, который согласился поучаствовать, то есть назначил себя подчиненным. Насколько автоматически мы будем действовать, когда ситуация повернется неожиданной стороной и от нас начнут требовать то, на что мы вроде бы как не подписывались. От нас требуют, по сути, покалечить или даже убить человека. Будем ли мы способны разорвать социальный контракт, который перестал нас устраивать? Вернем ли себе контроль над собственными действиями? Чем дальше заходит эксперимент, тем больше мучается его участник. Ему тяжело соглашаться и тяжело отказываться. Внутреннее напряжение требует выхода и выглядит зачастую парадоксально, например, как непроизвольный смешок. Wrong. Volts. 135. And it's a woman. Нет, ему вовсе не смешно, он в панике, он растерян. 150 вольт, 195 вольт. Ученик кричит от боли. Учитель не выдерживает и вновь пытается отказаться. Neil, you're gonna get a shock. 180 volts. I can't stand the pain. Let me out of Can't stand it. I'm not gonna kill that man, eh? Учителя успокаивают, сообщают о безопасности эксперимента. As I said before, although the shocks may be painful, they're not dangerous. Это действует. Ученый ведь знает, что говорит. У него есть халат, у него есть лаборатория, он авторитет из Ельского университета. Он может быть даже профессор.
Новый удар током. Ученик переходит к крайней форме сопротивления, напоминает о своем больном сердце. That's all. Get me out of here. I told you I had heart trouble. My heart's starting to bother me now. Get me out of here, please. Continue, My please. heart's Go right starting to on. bother me. I refuse to go on. Let me out. Испытуемые, доходившие до этой стадии, то есть большая часть, в этот момент категорически отказывались продолжать. Конфликт становится непереносимым. Поведение подопытного, казалось бы, позволяло немедленно все прекратить и завершить тестирование в соответствии с общепринятыми моральными установками. Но авторитет не сдавался. Наоборот, он усиливал давление. Он указывал: вы должны продолжать, у вас нет выбора. Let me out. That guy's hollering in there. You had no other choice, teacher. Удивительно, но в большинстве случаев эти слова действовали магически. Слегка поспорив, люди соглашались. Выбора-то нет, что ж поделаешь. Им так сказала научное светило. Ну а раз надо, значит надо. Новые задания, новые пара слов. До конца еще далеко. Тогда учитель нажимает на кнопку максимально быстро, чтобы минимизировать время удара током. Но ученик продолжает кричать. 330 volts. Let me out of here. А в какой-то момент, после очередных ударов, и вовсе отказывается отвечать. Из динамика не доносится ни звука. Get me out of here. Continue. The next word is green, please. Green, grass, hat, ink, apple. I can't go on, he won't answer. Учитель решает, ну что уж тут-то уж эксперимент должен закончиться. Но экспериментатор говорит, что отсутствие ответа засчитывается за ошибку, а значит, надо нажимать на следующие кнопки, увеличивать степень наказания. Go on, teacher. Here, 375 volts. I think something's happened to that fellow in there. I don't get no answer. He was hollering on less voltage. Can't you check in and see if he's all right, please? Not once we've started. Please continue, teacher. Учитель не сдается. Ситуация в конце концов зашла слишком далеко. Может, ученик вообще умер? Кто за это понесет ответственность? И вот тут следует финальный аргумент. Экспериментатор говорит: вся ответственность на мне. Вы тут ни при чем. Вам не о чем беспокоиться. The responsibility is mine. Correct. Please go on. Gold, dollar, necklace, moon, paint. Answer, please. Are you all right? Поразительно, но это работает. Внутренний конфликт испытуемого разрешен. Испытуемый находит для себя спасительную лазейку. Он тут ни при чем. Он просто пешка, винтик, исполнитель. Какие к нему могут быть вообще вопросы? Есть великая могучая сила. Вот этот вот человек в халате. Он спокоен и беспристрастен. С авторитетным видом указывает, что делать. Он все решает. После преодоления яркой вспышки сопротивления дело шло легче. Многие участники эксперимента переставали волноваться, нервно хихикать, высказывать сомнения. Они спокойно зачитывали задачи, равнодушно нажимали на кнопки и шли до конца, до 450 вольт. От внутреннего конфликта не оставалось и следа. Смиряясь с ролью подчиненных, они переставали бунтовать и действовали в соответствии со статусом. После троекратного нажатия на последнюю кнопку им сообщали, что эксперимент закончился. 450 volts. Next one is short. Sentence, movie, skirt, time. All right, excuse me, teacher. We'll have to discontinue the experiment. Поздравляли и сообщали правду. Все это было постановкой, никто не пострадал, никаких ударов током не было. Актер, игравший роль ученика, выходил из комнаты и показывал, что он в полном порядке. Подопытные очень радовались. Буквально гора с плеч. Все оказалось игрой, квестом, который они успешно прошли. И задачу хорошо выполнили, и никого не убили. Многие хвалили себя, говорили о своей гуманности. Они же беспокоились о здоровье ученика, не хотели его мучить. Проявили себя как высокоморальные личности. Многим даже в голову не приходило, что этого было недостаточно. Они настолько вошли в роль исполнителя чужой воли, что власть экспериментатора казалась им абсолютной. Им задавали наводящие вопросы. А кто нажимал на кнопку? Да, вам приказывали, но почему вы не перестали слушаться? Но испытуемые даже не понимали смысла слов. Well, who was actually pushing the switch? I was. But he kept insisting. I told him no, but he said it gotta keep going. I told him it's time we stopped when we got up to 195, 210 volts.
But why didn't you just stop? He wouldn't let me. I wanted to stop. I kept insisting to stop, but he says no. No, but is there anything that Mr. Wallace could have said that would have caused you to stop giving the shocks, no matter what the experimenter had told you? Разумеется, были люди, которые оценивали свое поведение более критично. Милгрэм брал у испытуемых интервью и сразу после эксперимента, и по прошествии года. Некоторые говорили, что пережитое в роли учителя-садиста заставляло их всерьез переосмыслить базовые установки собственного поведения. Они поняли, что легко поддаются манипуляции, что склонность к неконфликтности может завести их слишком далеко и даже превратить в убийц. Все описывали свой опыт как один из самых тяжелых в жизни, но для некоторых он оказался еще и полезным. Перед началом эксперимента Милгрэм опрашивал коллег, сколько людей, по их мнению, дойдут до конца, до 450 вольт. Все, без исключения коллеги, психологи, то есть, ответили, что максимум 3-4%, немногочисленные садисты. Это же не нацистская Германия какая-нибудь, не неправильный немецкий народ. Это свободная Америка. Здесь люди не марионетки, они умеют самостоятельно выбирать между добром и злом. Результат поразил всех. Практически убить человека по требованию ученого согласилось 2/3 добровольцев. Тех самых обычных бухгалтеров, педагогов, рабочих, инженеров, учителей. Добропорядочных американских граждан, отцов семейства и уважаемых членов общества. Эксперимент Милгрэма выставил человеческую психику в настолько неприглядном свете, что многие психологи изо всех сил постарались его опровергнуть. Говорили, что участники не поверили в реальность происходящего и воспринимали ее как некую игру. Но из интервью после эксперимента следовало обратное. Уверяли, что выборка случайна и нерелевантна, что с другими участниками результат будет совсем другой. Но этот эксперимент повторяли и сам Милгрэм, и другие исследователи в других странах, в другое время, с другими людьми. И всюду результат был одинаковым. 65% доходят до конца, 35% в какой-то момент берут себя в руки и останавливаются. И только при изменении условий эксперимента получается другой результат. Когда актер-ученый уходил из комнаты и давал указания по телефону, давление на учителя снижалось, и тогда дойти до конца решались всего 20% испытуемых. То же самое происходило, когда ученик сидел не в отдельной комнате, а рядом с учителем. Непосредственный контакт повышал уровень эмпатии. Сейчас уже никто не сомневается, что в июле 1961-го человечество узнало о себе горькую правду. Стэнли Милгрэм нашел ответ на мучивший всех вопрос: как немцы могли принять участие в Холокосте? Дело не в каком-то особенном национальном характере. Дело в ситуации, в которую попали вполне обычные люди. Такие ситуации нужно не допускать. Ни в бытовой, ни в политической жизни. Ограничивать власть. Не давать ей превращаться в абсолютный авторитет. Не позволять, чтобы она подчиняла себе человеческую волю. Все это стало сейчас настолько общим местом, что многие забывают о самом интересном в эксперименте Милгрэма. Тогда всем казалось поразительным, как люди превращаются в убийц. Сейчас нас впечатляют те, кто отказался нажимать на кнопку, кто смог сохранить волю и вовремя выйти из ситуации. Начинали они так же, как и остальные. Живой интерес к происходящему, удовлетворение от участия в важном научном исследовании, почтительное отношение к авторитетному ученому. Затем, так же как и остальные, демонстрировали сомнения и колебания после первых признаков того, что ученику больно. I told you I had heart trouble. My heart's starting to bother me now. Get me out of here, please. My heart's starting to bother me. I refuse to go on. Let me out. Continue, teacher, please. Go on. The next word is sad. Well, I'm not going on if he refuses to do it. The experiment requires that you go on, teacher. Выслушав, что эксперимент должен продолжаться, они поначалу подчинялись. Но дальше ученик начинал кричать. Экспериментатор продолжал давить. Повторял прописанные в его сценарии реплики. Сообщал, что опасности для здоровья нет. Учитель должен продолжать. У него нет выбора. И ответственность не на нем. Но вот здесь начинала развиваться ситуация по-другому. Что значит нет выбора? Еще как есть. You had no other choice. You must Yes, go I on. have a choice. You had no other choice, teacher. I have a choice. I'm not going to go ahead with it. You had no other choice, teacher.
Oh, I have a lot of choices. My number one choice is that I wouldn't go on if I thought he was being harmed. В момент, когда указания авторитета входили в слишком большое противоречие с базовыми моральными принципами, эти люди просто выходили из навязанной им игры. Сообщали, что им не нужны эти $4,5, что они готовы их вернуть. You can sure have your $450 back. I didn't want it anyhow. I intend to give it to some charitable organization, but I wouldn't go on with it. The 450 is not the issue here. That check is yours simply Yeah, I coming realize. to the lab. По условиям договора никто этого не требовал, но им важно было продемонстрировать свою независимость. В случае с этими людьми уговоры экспериментатора теряли свою магическую силу. Испытуемые просто вставали и уходили. Что позволило им это сделать? Что не дало им всецело подчиниться, как остальным? Дело не в личных качествах, как можно было бы предположить. Милгрэм, которого этот вопрос тоже очень интересовал, годами искал у этих людей какие-то общие психологические характеристики, лидерские качества, например, но так и не нашел. Социальная принадлежность тоже оказалась ни при чем. Среди обеих групп были самые разные люди, никакой закономерности проследить не удалось. Дело было, видимо, в том, что эти люди оказались способны посмотреть на ситуацию со стороны. Не действовать автоматически, как велят встроенные механизмы психики, а задать себе правильные вопросы. Мол, а кто вообще этот человек в лабораторном халате? Я же о нем ничего не знаю. Он делает вид, что понимает больше меня. Но почему я должен в это верить? Он изображает из себя власть, но у него нет власти, кроме той, которой наделяю его я. Да, изначально я согласился, но теперь хочу передумать и имею на это полное право. Почему 35% испытуемых удалось преодолеть стресс, мы точно не знаем. Скорее всего, дело в особенностях биографии. Вероятно, они уже сталкивались в жизни с похожей ситуацией, с антигуманным давлением авторитета, осмыслили этот опыт и сделали выводы. Одна из отказавшихся, женщина, которая оказалась максимально устойчива к давлению экспериментатора, сама пережила Холокост, проведя детство в концлагере. Она прекрасно понимала, до чего может довести злоупотребление властью, и на поводу ситуации идти не собиралась. Пойти против авторитета, даже в столь безобидной ситуации, психологически очень тяжело. Опрос участников эксперимента показал, у отказавшихся подчиниться уровень стресса был выше, чем у согласившихся. Зато если отказаться удавалось, стресс резко понижался. Подчиняться проще, но награда за неподчинение выше. И главное, воспитывается иммунитет к давлению. Тот, кто один раз не подчинился, с большой вероятностью не подчинится еще раз. Тот, кто подчинился и понял, до чего это его довело, тоже. В одном из вариантов эксперимента Милгрэм решил посмотреть, что выйдет, если у учителя будет поддержка. Рядом с ним сажали актера, который изображал добровольца, открыто возражающего экспериментатору. В этой ситуации уровень подчинения был минимальный. Человек, оказавшийся не наедине с властью, подчиняется ей гораздо меньше. А значит, чем больше несогласных, тем меньше у власти вариантов подавить свободную волю. До завтра.